Вечер в панорамном зале отеля «Ла Торре» был наполнен смехом, вспышками камер и ароматом дорогих вин. Владислав, именинник и влиятельный бизнесмен, принимал поздравления. За столами сидели друзья, партнеры, родственники. Все восхищались им, тосты лились рекой, словно этот человек был воплощением успеха и силы. Он шутил, раздавал комплименты, поднимал бокалы и будто купался в собственной славе. Марина, его жена, сидела чуть поодаль, наблюдая за происходящим с выражением спокойствия. Внутри нее давно не было гордости за этого мужчину, только усталость. Когда он, улыбаясь после очередного тоста, громко произнес фразу, которую уже много раз говорил ей в приватной обстановке, но теперь при всех, она поняла — пришло время. «Марина, ты кто вообще без меня?» В этот момент зал словно замер. Гости рассмеялись, не понимая, что это начало конца. Она не вспыхнула, не расплакалась. Спокойно встала, достала планшет из сумки и подключилась к экрану, висящему над сценой. Музыка оборвалась. Свет приглушился. С экрана начали сменяться слайды с переписками Влада, интимными, грязными, с чужими женщинами. Даты, время, фразы, в которых он унижал собственную жену перед любовницами. С каждой строкой атмосфера в зале густела. Кто-то отвернулся, кто-то сдержал шок. Несколько женщин сжали губы. Игорь, его близкий друг и компаньон, стоял бледный. Еще 10 минут назад он восхвалял Влада как образец для подражания. Теперь он молчал. «Вот ответ на его любимый вопрос», — произнесла Марина. «Ты кто вообще без меня? Я — человек, который больше не позволит себя унижать». Марина выключила планшет и села. Тишина в зале была звенящей. Влад пытался что-то бормотать, называя это фейком, фотошопом, провокацией. Но все было слишком правдоподобно. «Уходите домой», — процедил он, — «вечер окончен». И гости начали расходиться. Кто в замешательстве, кто с облегчением. В зале остались лишь близкие. Марина сказала: «Я тоже ухожу. Мне больше незачем здесь оставаться». Она поехала не домой, а к родителям. Мать обняла ее в ночной тишине, отец молча подал чай. Они ждали этого шага годами, видя, как дочь гаснет. В ту ночь Марина впервые за долгое время спала спокойно. Наутро Марина позвонила Наталье, своей подруге и юристу. «Я сделала это, покончила с притворством, подаю на развод». Так начался ее путь. Поиск квартиры, сбор документов, визиты к нотариусам. Она отказалась от шикарной машины, квартиры в центре, лишь бы не связываться. Сняла простую, но уютную студию в спальном районе Сан-Фьерро. Купила чайник, старый комод на распродаже и теплое покрывало. Впервые за долгое время все в этом доме было только ее. Параллельно собеседование в юрфирму «Альянс Право». Там ее приняли с испытательным сроком. Вернулись законы, термины, работа с клиентами. Она оживала. В ней снова зажглось то, что Влад погасил годами контроля. Коллеги быстро заметили ее внимательность и желание учиться. Особенно Татьяна Юрьевна, руководитель отдела, доверила ей первые самостоятельные дела. Развод шел болезненно. Влад через адвокатов обвинял ее в алчности. Марина через Наталью поднимала бумаги, старые договоры, подтверждение своего участия в бизнесе. Она знала, где искать. Она помогала Владу выстраивать его империю, и теперь это пошло в дело. Она вспоминала бессонные ночи, когда переписывала договоры, подбирала юридические формулировки. Теперь это стало доказательством ее вклада. Появлялись угрозы, анонимные записки. Кто-то царапал ее машину, но она не дрогнула. Шла дальше.
Наталья настояла, чтобы она поставила видеорегистратор и переехала на охраняемую стоянку. На одном из юридических семинаров она встретила Илью, бывшего одногруппника, теперь работавшего в госструктуре. Он узнал ее, предложил помощь. Они начали общаться. Просто, тепло и легко. Он приглашал ее на кофе, обсуждали дела, вспоминали университет. Пока суд по разделу имущества тянулся, Марина уже вела дела, консультировала женщин, пострадавших от насилия и унижений. Она понимала их боль, и они верили ей. В конце концов, суд признал право Марины на одну из квартир и компенсацию за долю в бизнесе. Это была не победа над Владом, это было восстановление справедливости. Влад сидел мрачный, его адвокаты пытались спорить, но судья был непреклонен. Она получила ключи от новой квартиры, обустроила ее по-своему, без глянца, но с душой. Ее родители приехали на новоселье, Наталья принесла цветы. Все знали, она теперь на своем месте. Здесь был свет, тепло и запах корицы из свежей выпечки, которую она испекла сама. Потом была юридическая конференция в старинном здании университета, где Марина выступала с докладом о бракоразводной практике и защите женщин в условиях неравного социального положения. Ее речь была искренней и аргументированной. Она делилась не только знаниями, но и частью собственной истории, обтекаемо, без сенсаций, но с очевидным личным переживанием. Когда она закончила, в зале воцарилась тишина, а затем раздались аплодисменты. После выступления к ней подходили студенты, задавали вопросы, просили совета. Некоторые писали конспекты прямо со слов Марины. Преподаватели благодарили ее за вклад в развитие практического мышления у будущих юристов. Одна из участниц, хрупкая женщина лет 30 с потухшими глазами, подошла к ней в перерыве. Губы у нее дрожали. «Вы спасли меня. Я собиралась все терпеть, пока не услышала вашу историю. Вы сказали то, что я боялась сама себе признать. Молчание — это не защита, а разрушение». Марина обняла ее. Без слов, потому что понимала, иногда молчание исцеляющее, если в нем есть тепло. В тот момент она осознала. Ее опыт стал не просто личной историей выживания, а инструментом поддержки других. Влад пытался возвращаться. Сначала с угрозами, потом с сожалением, позже с записками и звонками. Но это уже ничего не значило. Она простила, но не вернулась. Он остался в прошлом, вместе с образом, который она когда-то любила. Жизнь шла. Илья стал ближе. Он не давил, он просто был рядом. Марина позволяла себе радоваться снова. Когда-то Влад спросил ее: «Ты кто вообще без меня?» Теперь у нее был точный ответ: «Я — это я, и этого достаточно». И ее история еще не закончилась. Она только началась. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.